В одном из моих любимейших фильмов звучала фраза: «Рано еще любоваться красотами болот, орхидеи еще не зацвели». Проснувшись сегодня утром, я прочитала в комментариях: «Ванды уже зацвели, покажите!» И тогда я подумала фразой из «Собаки Баскервилей»: «Рано еще любоваться цветением ванд, не до конца распустились». И привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Наша жизнь так часто вносит коррективы в наши планы, что тянуть с чем бы то ни было нельзя. И я решила сегодня показать цветение ванд на той стадии, на которой они сейчас находятся. В моей коллекции 4 ванды, и все они покупались с первым для них цветением. Спустя 2 года в домашнем уходе все эти орхидеи стали взрослыми, многократно цветущими, здоровыми и сильными растениями. Приобретая 4 ванды, я мечтала, что каждая из них будет цвести в свой индивидуальный сезон, и у меня в квартире всегда будет цветущая ванда. Но, как говорится, мечтать не вредно. Вредно не мечтать. И ванды, как всегда, распорядились по-своему. И в сезоне цветения лета 2022 года все 4 ванды решили зацвести одновременно. И не просто зацвести, а с перевыполнением плана. Ведь у 2 из них сразу по 2 цветоноса. Если вдруг вы в первый раз на этом канале, то я расскажу вам, что все мои ванды живут в обычном кирпичном многоквартирном доме на 6-м этаже. С наступлением устойчивых ночных температур плюс 15 градусов они выезжают жить на открытый технический балкон. На них светит открытое солнце без притенения, их поливает дождь, их обдувают все наши дальневосточные приморские ветра. И если кто-то будет говорить, что наш климат идеален для ванд или близок для них, вы ничего не знаете о Владивостокском климате. В этом году инициация цветения, того цветения, которое вы сегодня увидите, произошла в комнате на юго-восточной стороне при искусственной досветке, светильнике цветовой температуры 6500 кельвинов и мощностью 36 Вт. Развитие цветоносов происходило уже на открытом балконе, потому что света летом в этом году нам катастрофически не хватало. Практически целый месяц у нас пасмурно, туманно, пасмурно, темно. И несмотря на то, что юго-восточная сторона солнечная, несмотря на то, что сейчас лето, практически постоянно работает досветка. Во всех своих цветениях, начиная с первого домашнего, мои ванды всегда очень пышно цвели. Что для меня пышно? Это минимум 8-10 цветов. Если ванда цветет скудно, если на ее цветоносе 2, 3, 4, 5 цветочков, это значит, что вашему растению чего-то не хватает. Я не хочу вас обидеть. Я хочу натолкнуть вас на мысль о том, что в условиях содержания или в уходе за вашей вандой нужно что-то менять. Мои ванды, все 4, растут в пустых пластиковых прозрачных горшках. В каждом из них проделано огромное количество вентиляционных отверстий. Я не знаю, можно ли назвать такое содержание содержанием с открытой корневой системой, но субстрата в горшках нет. О том, как можно закрепить ванду в пустом горшке, как обеспечить ей вполне эстетическое существование в рамках городской квартиры, вы можете узнать из плейлиста. Этот плейлист я создавала больше года назад, и называется он «Ванда от А до Я». Изучив этот плейлист, у многих зрителей в домашних условиях уже зацвели ванды. А вы когда-нибудь видели вот такие корни у ванд?
Если нет, и если вы не знаете, как такого достичь, в дальнейшем в отдельных видео я буду вам об этом рассказывать. И никогда не слушайте тех, кто будет говорить вам, что во время цветения ванда закукливает свои корни и прекращает листовой рост. Это неправда. Точно так же, как и фаленопсис, ванда, как и любое другое моноподиальное растение, способна делать все одновременно: растить корни, растить листья, растить цветоносы и цвести. И если ваша ванда этого не делает, это значит, что ей чего-то недостает. Вот эта ванда рыже-терракотового цвета стала первой в моей коллекции. Она появилась у меня в доме 8 марта 2020 года. У этой ванды самый крупный цветок в моей коллекции и, пожалуй, один из самых ароматных. А размер цветка достигает 18-20 сантиметров. Конечно, цветок не сразу распускается таким крупным. В процессе распуска всего цветоноса размер каждого цветка растет. Сейчас цветок еще маленький, около 12 сантиметров, но он будет расти и расти еще неделю точно. И это съемка вчерашнего дня. А вот так выглядит этот же цветок сегодня. В процессе распуска всего цветоноса цветы меняют не только размер, но и цвет. В это время вандам нужно небывалое количество воды. Порой они у меня стоят несколько часов полным погружением и пьют воду. Эта вода нужна им для того, чтобы нарастить цветок огромного диаметра. Пока вы не поймете, сколько на самом деле воды нужно ванде, у вас не будут цвести ванды так, как вам этого хотелось бы. И только поняв до конца физиологию орхидей и действительно правильные условия для их содержания, вы сможете получить тот результат, которого достойна ваша ванда. Получив в подарок эту ванду, я дала себе слово, что не приобрету ни одну следующую, пока не зацветет эта. И буквально через 3 месяца я увидела в пазухе листа новый цветонос. В июне 2020 года у меня появились 2 следующие ванды. В тот момент приобрести я хотела лишь одну ванду – синюю. Синяя ванда была моей мечтой. У нее очень красивое название – Blue Magic. Ванда плодовита во всех смыслах. Она очень щедра на цветение. Она цвела у меня даже на 3 цветоноса. Все это задокументировано, и об этом есть видео. Кроме того, она щедра и на деток. Эта ванда растит сразу 4 детки одновременно. 2 детки активно развиваются, и они уже достаточно большие, а 2 чуть ниже, немного тормозят в развитии. Сегодня я не буду показывать каждую ванду пристально и во всех подробностях, на это просто нет времени. Если вам интересны какие-то подробности, пишите в комментариях, формируйте список вопросов, и в отдельном видео я буду на них отвечать. Вот эта ванда появилась прицепом к синей. Ее я совершенно не хотела, не обратила на нее никакого внимания и была, абсолютно равнодушна. И абсолютно зря, потому что, как я много раз вам говорила, покупное цветение ничего не значит. Когда эта ванда распустилась первым домашним цветением, когда она проявила весь свой аромат, я поняла, что это любовь навсегда. Бархат и одновременно атласность ее лепестков, ее необыкновенная благородность, ее невообразимый аромат розы – все это в совокупности лишает меня дара речи и оставляет
лишь эмоции. Первый раз в своей жизни эта Ванда зацвела на 2 цветоноса. И это дает нам уникальную возможность посмотреть в одном кадре на вновь распустившиеся и на уже подросшие цветы. Посмотрите, с правой стороны цветок, который распустился сегодня, а с левой стороны цветок, который распущен уже, наверное, неделю и практически вырос до своего максимального размера. Мне сложно представить, что это будет за картина, когда полностью распустится еще и второй цветонос. Первого цветоноса уже достаточно, чтобы проявить полный восторг. А когда их будет 2, я очень постараюсь показать вам это. А еще очень хорошо видно, как отличается расцветка вновь распустившегося и уже сформировавшегося цветка. Вот эта Ванда, зрители ее окрестили Ванда Дикий Кот, появилась в моей коллекции последней. В это трудно поверить, но я ее покупала как желтую Ванду. Действительно, покупное цветение было желтым с небольшим количеством коричневых вкраплений. Но, как говорится, не тут-то было. Когда Ванда распустилась домашним цветением, и я показала его продавцу, продавец буквально мне не поверила. Из желтой с небольшим количеством коричневых вкраплений Ванда в домашнем распуске превратилась в темно-коричнево-шоколадную с небольшим количеством желтого. Каждый день цветок этой Ванды меняет свой цвет в сторону более темного. И у этой Ванды в этом сезоне цветения первый раз в жизни 2 цветоноса. И если первый цветонос уже вовсю распускается, распустилось уже более половины бутонов, то второй цветонос только-только формируется. У этой Ванды цветы распускаются чаще всего массово. В одновременном распуске 5, а то и более цветов, и поэтому все цветы невероятно маленького размера. В дальнейшем их размер будет увеличиваться в 2, а то и в 3 раза. Надеюсь, друзья, задел на будущее я сделала. Я показала вам перспективу распуска сразу 4 Ванд, и это 100% результат цветения Ванд летом 2022 года. Я знаю, что тема Ванд еще недостаточно популярна среди любителей орхидей. Многие Ванду боятся. Многие понимают, что данное растение в коллекции занимает слишком много места, и поэтому Ванды пока редки в наших коллекциях. В то же время я всегда говорила вам, что я считаю Ванды королевами орхидей. Для меня нет ничего красивее, нежели цветение Ванд дома. И поэтому, если вам интересно, пишите в комментариях. Я без ложной скромности могу сказать, что знаю о Вандах все. И это, конечно же, подтверждено 100% результатом цветения моих Ванд. А еще я знаю, что все мы разные, и вкусы у нас у всех разные. И мне очень интересно узнать, какая Ванда из 4 понравилась больше всего каждому из вас. Напишите об этом в комментариях, мне будет очень приятно почитать. Ну а пока, друзья, я напомню вам, что 14 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, а если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.